Итак, всем привет, с вами канал «Мы в Испании», Татьяна, Алексей, и мы начинаем путешествие. Это Польша, Прибалтика. Сейчас моросит дождь, у нас 18,5 градусов, время 10:40. Сегодня у нас, смотрите, какая плохая погода, дождик вдруг пошел. Для нас это стресс после Испании. Отель, плюсом большим является закрытая внизу бесплатная парковка. И рядом очень хороший ресторан, прям во дворике этого отеля, можно сказать, такой историческая пивоварня. Ну и вообще удобная доступность, в принципе, можно остановиться, погулять. И наличие мини-кухни в номере, потому что это, в принципе, для кого-то преимущество, можно всегда что-то сготовить, особенно если вы с детьми. Вот так вот, едем дальше, немножечко проедем по Дрездену. Плохая, ножками ходить слишком мокро. Сегодня, кстати говоря, понедельник, рабочий день, все едут на работу. Вот какие-то исторические, старинные какие-то постройки. Но Алексей вычитал, что после войны город был разрушен, да? И отстроен, восстановлен, отстроен заново. Поэтому, кто бывал здесь, может быть, вам будет немножко приятно посмотреть на этот город. Мы вот здесь впервые, например. Мы здесь не были еще ни разу. Но нам что-то не судьба здесь так вот погулять просто спокойно и свободно, потому что дождик идет. И прогуливаться что-то не очень хочется, да? Ну, смотрите, какая красивая постройка впереди. Что это такое? Неизвестно. С часами. С часами. Какой-то там монумент даже сверху, указывающий рукой прямо туда вдаль. Ну, вот такой городок милый. Люди едут на работу. Погода себе не очень. Трамвайчик такой чудесный проехал, смотрите. Тихо-тихо, вообще не слышно. У меня, кстати, видео фокусируется иногда на капле дождя на стекле. Так, чистить. Проснулся, Алексей? Ну, я просыпаюсь еще. Вон еще, кстати, трамвайчик. Просыпаешься? Смотрите, какие трамвайчики. Желтенький, красивый трамвайчик. Тихо-тихо едет. И там тоже. Но очень много домов такой советской постройки. Напоминает нам, как будто мы в родных местах, да? Есть такие дома, ну, да, с такого типажа. Такого типажа немножко такого. Ну, как наши российские дома. Корабли, может быть. Ну, очень много домов переделанных. Видно, что их уже вот сейчас ремонтируют, реставрируют, делают из них отели. Вот мы уже несколько проехали. Ну, даже отель, где мы останавливались, видно, что он снаружи обшит. Внутри такие, как советские квартиры, ощущение, как будто ты вот в советскую квартиру заселяешься. А снаружи он обшит, ресепшн такой миленький, вроде бы все так хорошо. Все, ну, завтракать мы не стали, что-то нам не захотелось. Выпили по чашечке кофе и двинулись дальше. Где-нибудь перекусим в другом месте. В планах у нас было, кстати, много. В следующей части мы будем посещать Польшу. Так что смотрите другие наши части вот этого фильма «Путешествия». Много было планов и в Польше посетить Величку, соляные копи, где мы бывали давно-давно. Но как-то вот погода вносит свои коррективы. Если будет плохая погода, то, конечно, это посещать мы в этот раз не будем. Немножечко проедемся по городу. Чтобы кто здесь бывал, поностальгируйте, кто не бывал, просто посмотрите, а нам тоже немножко для себя таких видосиков оставить. На память. Да. Так, мы едем, впереди у нас какая-то старина будет. Ну, так как сегодня рабочий день, я смотрю, там машин так много едет, что не знаю, как это удастся все спокойно поснимать. Переезжаем через речку. Угу. Идет. Кто был в саксонской Швейцарии, наверное, помнит. А вот там вот мост, вернее. Угу. Ой, какие красивые средневековые постройки вот с левой стороны. Место, да, не могу показать, потому что, короче, посещайте Дрезден, кто будет, не проезжайте мимо, заезжайте, посмотрите, какая здесь красота. Здесь, конечно, было бы здорово походить, побродить, но погода, она вообще не располагает к этому абсолютно. У нас нет с собой дождевиков, у нас из Испании. Летняя одежда на нас.
вот такую старину мы проехали, а здесь уже идет какая-то современная, да? Постройки современные. Ну, отголоски Советского Союза, наверное. Вероятно, да. Так как ГДР. Так, да, поезд какой-то стоит. Двухэтажный, интересный локомотив. Угу. Ну, вообще где-то вот такое, как немецкое чисто, да, как это брусчатка выглядывает на дороге. Чисто такой как бы немецкий стиль. А где-то вроде бы и другой стиль наслоился на немецкий стиль. В общем, такой неоднозначный городок. Ну, выделенные велодорожки есть. Вот дяденька едет, или тетенька, непонятно, не суть. А велодорожки выделены по всему городу. Классно. Все для велоперемещения тоже способствует тому. Домики такие. Иногда кажется, что где-то там в центре Питера проезжаешь. Ну, вот такой вот городок. Вот такой вот городок. Заехали мы также на заправку. Вот сейчас с утра здесь недалеко, прямо в городе Дрезден. Значит, заполнили полный бак. И стоимость бензина у нас какая? 1,65. 1,65. Все, едем дальше. Заправочка у нас Shell, да? Shell. Все, час 40 мы в пути. Скоро уже будет граница. И мы наконец-то въедем в Польшу. Еще должны здесь где-нибудь позавтракать, потому что хочется выпить чашечку кофе. Вот Я так думаю, вот. что мы уже въехали. Но опять тестов никаких не потребовалось. Да, тестов нас нигде не спрашивали. Если интересно, друзья, мы едем из Испании. Но здесь 20 евро ковид-тест. Ты это хотел сказать, да? Во Франции тесты не спрашивали. Соответственно, в Германии тоже. В Германии, кстати, тесты продаются, самотесты на стоянке продаются за 7 евро, по-моему, 98 центов. В общем, где-то за 8 евро можно самостоятельно себя протестировать. Ну и здесь, как вы видите, тоже ничего у нас не спрашивали. Никакие тесты, ни паспорта, прививок. Ну, пока вот это у нас нигде ничего не спрашивали. То есть по Европе, получается, передвигаться на автомобиле абсолютно реально. До Вроцлава у нас 159 километров, ну и вот Катовице 333 и так далее. Сейчас мы заезжаем на стоянку, друзья, чтобы перекусить, наконец позавтракать. Сразу Кстати цены. говоря, да, цены на бензин вы можете поставить на стоп-кадры, посмотреть. Вот они у нас такие. 5,94 злотых. Здесь тоже заправка, здесь стоянка, здесь есть туалет, есть отель, есть ресторация, то есть, ну, ресторанчики, кафешки, есть Бургер Кинг, по-моему. Тоже большая территория, можно со своей едой там за столиками посидеть. Ну, вот как-то так, тоже удобное достаточно место. Вот такая территория здесь, друзья. Столики, туалет, отель. Сейчас пойдем проверим, что здесь есть, что здесь можно поесть. Моросит дождь. Мы в толстовочках. 26 Итак, остановились мы. Вот как я вам показывала вот это место. Здесь очень хорошее. Кстати, бесплатные туалеты. Возможно, это сейчас, потому что монетоприемник там есть. В связи, может быть, вот с новыми пандемийными ситуациями. В общем, не поняли мы. В общем, открывается бесплатно. Очень хорошая кафешечка, где, видите, есть картошечка, всякие салаты, курица, суп. И все это, мы расплачиваемся по карте, все это на 26 евро. 116 злотых. 116 злотых. Ну вот считайте курс. 116 злотых на 26 евро. Ну такие обеды и вот с таким кофе, капучино, горячие блюда. Все это, конечно, вам накладывает работник. Вы говорите, что вы хотите. Тут трудно у нас было немножечко с восприятием, потому что мы слышали всегда немножечко другой польский язык, да, Алексей? Ну вот сейчас мы покушаем и поедем дальше. То есть, в принципе, на троих, ну это нормально, наверное. Если 26 евро, да, разделить на троих. 4,32 Курс 4,32. И если 26 вот поделить на троих, ну это где-то по 8 с чем-то евро меню. 9 евро. Ну, в общем, скажем так, как в Испании. Ну, в Испании, правда, еще салатик, десерт к этому дают. Ну, тоже, в принципе... вот у нас салатик. В общем,
Вот так у нас в Польше. Сейчас мы покушаем. Да, и поедем дальше. То есть остановочку я вам показала. Сразу хочу свои впечатления сказать. Котлетка, чистое мясо. Еда очень вкусная. Вот Станислав тоже говорит, что вкусно. У меня гуляш. Леш, тебе вкусно? Гуляш? Да, я покажу твой гуляшек. Ну, он такой, как... Суп-гуляш. В общем, еда, друзья, хочу сказать, очень вкусная. В Польше вкусная еда. Вот что есть, то есть. И нам как бы такая привычная для нас картошечка, салатик, капуста тушеная, свекла тертая, курочка. То есть мы этого не могли найти в Германии. Не повезло нам. А вот здесь, вот в Польше, да, есть это. Вот что есть, то есть. Еда у них вкусная. Вот так вот. Так что завтракаем и обедаем. Итак, вот, друзья, вот этот ресторанчик, где мы были, сейчас вкусненько поели. И рядом, кстати говоря, есть отель с тем же названием. Можно разместиться в отеле. Мы цены, кстати, не смотрели, но думаю, что недорого. И завтракать, обедать, ужинать здесь. Picaro.pl сайт, да? Кстати, там висели объявления, что вы можете без комиссии и без посредников забронировать напрямую у них. То есть, чтобы было дешевле для вас. Все понятно. Так что смотрите, и отель, и ресторация, то есть ресторанчик, где мы сейчас кушали, кафе, все с одним брендом, а мы едем дальше. Итак, время у нас почти 13 часов. 3 часа мы в пути и проезжаем город Вроцлав. Хочу показать вам красивый мост. Название его мы не знаем. Но то, что он вантовый, мы это видим. Да, и то, что он очень красивый, так впечатляет своим размахом, тоже видим. Пробок сильно больших нету, но встретились нам пробки, кстати, на дороге, потому что выехали фурики и немножко они затор на дороге делают. Погода такая серенькая, с проблесками солнышка. Но зато трасса отличная. Некоторые считают, что по Польше это очень длительно ехать и муторно. На самом деле, что в Польше сейчас достаточно отличнейшие трассы, прекрасные дороги. Вот именно по этой А8 мы едем, она бесплатная, что очень выгодно проезжать в сторону России или Беларуси. Да. А мы едем дальше. Вот еще немножко вам дороги польской покажу, где мы едем, километраж, куда, впереди что, Варшава. Какие направления, впереди Варшава. И, кстати говоря, погода становится значительно лучше, чем там в Германии дождь лил. Да, здесь уже 27,5. 27,5, да, градусов, и уже такие солнечные проблески. Ну, классно, просто классно. Сколько времени у нас, Алексей, где мы сейчас находимся? 14:50. Мы находимся в районе города Лодзь, но мы еще на трассе. Да, мы решили немножечко передохнуть, потому что здесь тоже парковка, здесь вот тоже думаю, стоянка. Где мы сегодня заночуем? В Польше или здесь туалет. в Литве? А, да? Может быть, понятно. Здесь, короче, и Макдональдс, и стоянка, и парковка. Вот такая вот погода у нас шикарная сейчас. Солнышко светит практически, тепло. Все, выехали мы с остановки, попили немножко водички. Большая-большая площадка, такая остановка, тоже с кафешками. В общем, в Польше таких полно по дорогам. Большие площадки с остановками, заправками, туалетами, кафе. Ну, что хочу сказать, мы заметили, маски не носит никто, нигде. Ну, это ладно, большие толпы, короче говоря, людей, видимо, у них отпуска тоже начались. Потому что что-то и дети, и большие туристические автобусы битком забитые людьми, экскурсионные такие. И на караванах встречаются поляки. То есть очень много народу, легковые автомобили, всеми семьями, с детьми. Там же был Макдональдс, кстати говоря. И вот народу очень много. Хотя сегодня понедельник и 3 часа дня. Наверное, у них тоже, как во всей Европе, июль-август отпуска массовые, потому что много реально народу, да? Ну, лето короткое, да, хочется всем отдохнуть. Уже 29,5, мы снова сняли свои толстовки, снова в футболочках, снова такая жара, небо голубое в облаках, достаточно жарко, прям припекает очень сильно. Вообще это радует, потому что, что-то дожди, прям грустно было в Германии, что дожди льют. Кстати, отсюда до Питера 1300 километров, я сейчас посмотрел по навигатору. Угу. Одним переходом можно доехать, но мы этого делать не будем, у нас другие планы. Видели мы, что люди уже пропалывают свою картошечку,
Что-то у них растет очень много в огородах, тоже кукуруза какая-то, ну, в полях таких. Кукурузка, там что-то еще. В общем, ну, ничего, погода нормальная, июльская. Время у нас 15:58. 6 часов мы в пути. Доехали до города, который называется Варшава. Доехали до Варшавы. Вождение, конечно, здесь ого-го. Носятся как джигиты все. В общем, подрезают, да, скорости такие, вылезают, вылетают. В общем, в Польше такое вождение экстремальное, непредсказуемое немножечко. А тебе как за рулем, когда ты сидишь? Что ездят точно так же, нарушая, обгоняя, не держат расстояния поляки. Ну, как вот у нас в Питере, во всяком случае, не знаю, в Питере, в Москве, когда вот так вот как в Москве носятся. подъезжаешь, вот в Варшаве, когда подъезжаешь, то же самое ощущение, как в Москве подъезжаешь. Ну, в Германии вроде бы тоже на скоростях, но так как-то более предсказуемо, Нет, что в ли. левом ряду, ни вправо не перестраиваются, то есть вот так. Перестраиваются без поворотников в основном. Ну, может быть, это около столичного региона. Нас кто-нибудь, то есть, поправит, кто живет, может быть, здесь. Никого не хотим обидеть. Но вот такие вот скорости экстремальные, движение такое напряжное. Мне даже как пассажиру немножко бывает так ой-ай, то есть так напряжно периодически. Может быть, это столичный регион. В столичных регионах всегда много машин, все несутся куда-то, рабочий день. А вот домики такие, кстати говоря. Новостройки, наверное. Ну, мы объезжаем по кольцевой, так называемой. Видите, какое плотное движение. То есть никто не включает поворотник, когда перестраиваются. То есть тут мы заметили, что этого нет. После Франции, Германии, наверное, немножечко так напряженно мы едешь. еще после того, как обучились в автошколе Испании, уже делаешь выводы, что все-таки вот в Испании то, что учат, намного правильнее, намного вернее. Предсказуемее, да? Предсказуемее, да, учат предусматривать, предугадывать. Во-первых, здесь еще вот хотел сказать, здесь не держат, извини, перебила, дистанцию не держат совершенно, безопасную дистанцию не держат, едут на хвосте, страшно мигают на скоростях, сзади подлетая, это просто как катастрофа какая-то. Вот. И также много аварий, которые вот именно от столкновений. Да, да, то есть мы сейчас с испанскими правилами сравниваем, там тоже, конечно, бывают нарушения, но тут прямо, скажем, носятся все. А так, в целом, конечно, погода хорошая. Наверное, делали мы пару-тройку остановок. Очень вкусная еда. Утром то, что мы поели и показывали вам, до сих пор вспоминаем эту еду. Да, еще до сих пор есть не хочется. Сытные котлетки, курочка, гуляшек. Ну, в общем, обед был, или после завтрака. Может быть, посетим здесь польский магазин с божьей коровкой. Вспоминаю польские вкусные конфетки. Дронку. Нет, здесь много хорошего, конечно же, есть. И, ну, просто есть особенности, мы говорим для водителей, которые вдруг поедут здесь, чтобы знали, что вот здесь немножко надо напрячься за рулем, быть более внимательным, бдительным, потому что поворотник могут не включать и резко-резко делать какие-то движения такие под колеса вашего авто, чтобы не было проблем. Вот. Ну, а в Варшаве в этом месте все время пробка. Вот сколько раз мы здесь проезжали, уже раза, наверное, 4. Вот, и все время здесь пробка. Что туда, что обратно. Но все равно у нас 7,8 расход топлива средний. Я смотрела в прошлом году, когда мы ехали здесь же из России в Испанию с бэгом сверху у нас было больше, 8,3. То есть все-таки бэг сверху и груженный автомобиль влияет, наверное, да, на это. Ну, конечно. Вот у нас сейчас у нас 7,8, 103 средняя скорость, 613 сегодня километров опять. 6 часов мы в пути. Где будем ночевать, пока неизвестно. Мы ничего не бронировали. Сегодня не будем ночевать. Мы не будем ночевать. Мы поедем сразу в Питер. Сегодня Алексей посмотрел, 1000 с лишним километров осталось. Думаю, махнем как. Нет, мы заночуем обязательно где-нибудь, отдохнем и поедем спокойно дальше. Мы находимся в Польше, в городе Белосток. Мы приехали остановиться в отеле «Лесной». И просто показываю. У нас 101 номер. Вот такие коридорчики. Это уже, конечно, поуютнее, чем мы останавливались в предыдущем отеле. Кто видел наше видео на канале, обзор отеля где мы были-то, господи, в Германии. Ну, давайте я покажу вам сейчас быстренько номер.